Привет, это радио Вашингтон. Меня зовут Ксения Туркова. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» И вот его главные темы. Россия обстреляла железнодорожный вокзал в Херсоне и атаковала Днепр. В Париже прошла встреча коалиции решительных. Они обсуждали план дальнейшей поддержки Украины. Путин не идет на предложение США. Есть ли у американской администрации план «Б»? Теперь обо всем по порядку. Обстрел железнодорожного вокзала в Херсоне, ранение бригады медиков и одна из самых масштабных атак на Днепр. Четверг в Украине ознаменовался новыми российскими обстрелами. С подробностями Алексей Горбачев. Россия нанесла массированные удары по Херсону, Харькову и Днепру. В Херсоне в результате российского артиллерийского обстрела погибли 2 человека, еще 5 получили ранения. По данным городских властей, среди пострадавших бригада скорой помощи, которая эвакуировала раненого во время повторной атаки россиян. Также сообщается, что в городе частично нарушено энергоснабжение. Кроме того, российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона и окружающей инфраструктуре. В результате массированного удара беспилотников в Харькове и окрестностях пострадали 16 мирных жителей. Как сообщила национальная полиция Украины, зафиксированы попадания в нескольких районах Харькова, а также в Золочевской общине. Среди мирных жителей, получивших травмы, 3 детей. Харьковские власти ранее заявили, что дроны попали в предприятие, а также разрушили и повредили несколько частных и многоквартирных домов. На момент записи подкаста было известно о 3 пострадавших в Днепре. В городе в результате российской атаки повреждены более 10 многоэтажных домов, образовательные учреждения и десятки автомобилей. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что город пережил один из самых массированных обстрелов со дня полномасштабного вторжения России за 3 года войны. По словам Филатова, на местах ударов продолжают работать спасатели, оценивающие масштаб причиненного ущерба. Украинские правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту совершения Россией военных преступлений, приведших к гибели людей. Что касается обстановки на линии фронта, то, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки произошло 159 боевых столкновений, 8 из них на Курском направлении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что российские войска вытесняют силы ВСУ в сторону Сумской области и поставил задачу, цитата, «не допустить прорыва армии России вглубь территории Украины». Алексей Горбачев об обстрелах, которые не прекращает Россия. Важно отметить, что эти атаки продолжают не только уносить жизни людей, но и уничтожать памятники архитектуры и истории. В Днепре взрывной волной повредило историческое здание Дворца студентов и молодежи Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, известного также как Потемкинский дворец. Он считается одним из старейших зданий города. Дворец возвели в конце XVIII века по проекту русского архитектора Ивана Старого. Землю под дворец выкупил сам фаворит Екатерины II, князь Григорий Потемкин. Дворец считался образцом классицизма и был объявлен памятником архитектуры национального значения. Сам Потемкин, кстати, его так и не увидел, поскольку участвовал в боях с Османской империей, а в 1791 году неожиданно скончался. Как сказал мэр Днепра Борис Филатов, цитата, «Дворец мы, конечно, восстановим, тем более, что теперь это дворец студентов и молодежи, но переименуем его в честь гетмана Сагайдачного, который Москву жег». Конец цитаты. В России тем временем подсчитывают ущерб от украинских ударов по военным целям. В результате атаки на российский военный аэродром Энгельс-2 20 марта россияне, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, потеряли 96 крылатых ракет воздушного базирования. Это произошло, в частности, в результате вторичной детонации. Уничтоженные ракеты были предназначены для ударов по Украине в течение марта и апреля. Россия, возможно, готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. По крайней мере, на это указывают данные разведки, о которых сообщил в четверг в Париже президент Украины Владимир Зеленский. Во французской столице прошла встреча коалиции решительных. Это объединение во главе с Францией и Британией уже несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего прекращения огня. В ходе саммита в Париже Зеленский заявил, что Россия затягивает переговоры и пытается втянуть США в бессмысленные
бессмысленной дискуссии о фальшивых условиях, цитата, чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель. Именно поэтому, по его словам, страны-партнеры должны продолжать санкции против России. Зеленский приехал в Париж накануне, он провел встречи с британским премьером Стармером и с президентом Франции Макроном. Украинский лидер подчеркнул, насколько важны сейчас решения, которые принимаются в Европе. Перевод телеканала Freedom. Для истории. Як сучасне покоління лідерів в Европе. Это важный момент для истории, как современное поколение лидеров в Европе определяют систему безопасности для Европы на поколение вперед. Именно над этим мы сейчас работаем, когда работаем ради защиты от российской агрессии, установления устойчивого мира ради надежных гарантий безопасности в нашей Европе. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон накануне анонсировал новый пакет помощи Украине на 2 миллиарда евро. Туда войдут в том числе ракеты для авиации, ракеты наземной защиты, средства ПВО, противотанковые ракеты, бронемашины, боеприпасы, в том числе дистанционно управляемые. Также пакет предусматривает производство техники в Украине в сотрудничестве с европейскими оборонными предприятиями. По словам Макрона, у европейской поддержки Украины сейчас несколько направлений. Это не только усиление военной помощи. Перевод телеканала Freedom. Второй элемент нашей дискуссии будет нацелен на длительное поддержание прекращения огня, чтобы контролировать, мониторить и поддерживать. Этот аспект мы будем обсуждать, как выстроить эту последовательность, контролируемое прекращение огня и потом как выходить на перспективу продолжительного мира. Третий элемент дискуссии – это будущая модель украинской армии, потому что когда будет подписано мирное соглашение, самая главная гарантия для Украины – это иметь свою собственную армию, которая будет стоять первым заслоном и препятствовать новым возможным атакам российской армии. Об этом мы тоже будем говорить. Четвертый элемент – это силы обеспечения гарантий. Они не будут стоять непосредственно на линии контакта, а вторым заслоном, для того, чтобы также быть силой сдерживаний. Президент Франции Эммануэль Макрон. Об итогах встречи коалиции решительных, в которой особую роль играет Великобритания, рассказывает британский журналист Маша Слоним. Сэр Кир Стармер заявил, что сейчас не время для ослабления санкций против России. Напротив, сейчас самое время ужесточить санкции, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и работать над соглашением о прочном и надежном прекращении огня, сказал он. Мирное соглашение должно быть достигнуто за несколько недель, а не месяцев. Сэр Кир вновь заявил, что Россия играет в игры, затягивает переговоры о прекращении огня, что на нее необходимо оказать большее давление, чтобы она скорее села за стол переговоров. И Европа усилит военную координацию. Макрон заявил, что страны коалиции желающих согласились увеличить свои военные инвестиции и улучшить координацию в сфере обороны между странами. В результате в Украину будет направлена британо-французско-германская военная делегация для изучения потребностей Киева и того, что можно сделать для поддержки его армии. Начальникам штабов будет поручено собрать команду и встретиться с украинскими коллегами, сказал французский президент. Эта поездка должна состояться в следующем месяце. Однако, несмотря на бравурное заявление после Парижского саммита, обозреватели указывают на отсутствие определенной конкретики в выработанных решениях. Политический обозреватель газеты «The Independent» высказал такие сомнения. Несмотря на ощущение динамики, о котором говорил премьер-министр, ощутимый прогресс остается труднодостижимым. Только Великобритания и Франция публично пообещали разместить войска на земле в составе сил сдерживания. А столь важная поддержка со стороны Дональда Трампа и его команды выглядит маловероятной. Владимир Путин затягивает мирные переговоры, пытаясь выиграть время и пополнить свои арсеналы. И, похоже, господин Трамп, по крайней мере, на данный момент, идет у него на поводу. Премьер-министр пообещал усилить санкции против России и увеличить военную помощь Украине, что приветствовал президент Владимир Зеленский. Но когда его попросили предоставить доказательства ощутимого прогресса в процессе переговоров о коалиции желающих, ответ премьера был не слишком обнадеживающим. Пока что ясно одно. Главы оборонных ведомств Великобритании, Франции и Германии встретятся в Украине, чтобы обсудить поддержку Киева. Что же касается размещения британских военнослужащих в Украине, Стармер заверил журналистов, что британский парламент должен иметь право голоса при любом развертывании войск Великобритании в Украине. Стармер также объявил, что министр обороны Великобритании Джон Хилли
возглавит встречу в следующем месяце, чтобы предоставить больше военной помощи и поддержать Украину, потому что, как сказал Саркир, мир приходит через силу. Позиция России заключается в том, что Украина не должна получать помощь извне. «Мы знаем, чего хочет Россия. Беззащитной Украины», – сказал Стармер. И Европа, судя по настроению Парижского саммита, собирается этому противостоять. Оккупированные украинские территории не могут считаться частью России. Это подчеркнул в интервью телеканалу Fox News спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог. При этом он признал, что Россия вряд ли откажется от контроля над этими территориями. Это и создает сложную ситуацию, которая требует дальнейших переговоров, сказал Келлог. По его словам, для поиска политического решения надо найти компромисс, который хотя бы частично удовлетворил обе стороны. Но ни одна из них в итоге не получит всего. США нужно придумывать план «Б» в переговорах с Россией, поскольку Путин не идет ни на какие предложения, а удачный момент давления на главу Кремля Дональд Трамп уже упустил, так считает политолог Александр Морозов. Во-первых, видно, что, хотя Дональд Трамп и зафиксировал, что Путин тянет время, но, тем не менее, видно, что Трамп и его переговорная группа рассчитывают на продвижение какое-то. Это означает, что мы ждем, что, как сказал, собственно говоря, и Трамп тоже, что те предложения по сделке, касающиеся Черного моря, российские предложения изучаются. Там действительно 5 или 6 условий. Мы узнаем через какое-то время результат этого изучения со стороны Соединенных Штатов и новое предложение. Это первое. Второй важный момент заключен в следующем, что да, у всех уже впечатление складывается, что переговоры эти в направлении перемирия не пойдут. И к результату они не приведут, потому что Кремль выставляет действительно все новые и новые условия. И здесь уже не получается никакого плана, который начинался бы с установления 30-дневного прекращения огня без предварительных условий. Это означает, что команде Трампа придется вырабатывать какую-то новую идею в целом, если они хотят вообще дальше заниматься российско-украинской войной. Европа в настоящий момент продолжает с некоторым вниманием следить за этими переговорами, и за этой инициативой Трампа. Европа со своей стороны делает все для того, чтобы сохранить отношения с Вашингтоном. Несмотря на довольно опасные слова, которые из Вашингтона доносятся в отношении Европы, тем не менее, если брать руководителей европейских стран, то они все понимают, что несмотря на все то, что происходит сейчас, все равно будет саммит НАТО в Гааге в июне, и все там соберутся. Все равно существуют общие планы, касающиеся Североатлантического альянса и так далее, и так далее. Поэтому все заявления сводятся к тому, что и Лондон, и Париж, и Берлин, и все остальные в Европе поддерживают в целом как бы саму идею мирной инициативы, готовы со своей стороны обсуждать разные аспекты, то есть там миротворческие подразделения или нет. И при этом Европа четко дает понять, что независимо от того, как пойдут дальше эти мирные переговоры, Европа готова дальше активно поддерживать Украину. Вот, собственно говоря, где мы сейчас находимся. А вот эта новая идея, о которой вы говорите, которую сейчас должны выработать США, что это может быть за новая идея? Раньше мы могли бы сказать, что план «Б» должен заключаться в том, чтобы оказать давление на Кремль. И в конце прошлого года, когда обсуждалась возможная стратегия Трампа, то все в один голос писали, что она будет как бы из двух частей состоять. Можно предлагать что-то Кремлю, не согласиться, давить. Сейчас вроде бы там и продолжают делать заявления подобного рода американские руководители, в частности, Бест, по-моему, только что тоже об этом сказал, что да, Соединенные Штаты могут и усилить санкции в случае несогласия Кремля дальше на мирные переговоры. Но мне кажется, сейчас у многих складывается впечатление, и у меня в том числе, что возможности давления Трамп уже пропустил. Эта схема вообще уже не работает, потому что произошло много событий, которые как-то обнуляют, что ли, всю американскую мощь в этих переговорах. Слишком много анекдотического. И если мы могли в конце прошлого года говорить, что Дональд Трамп может обрушить дополнительные санкции на все операции с нефтью российской, что он может сделать максимально угрожающие шаги на восточном фланге НАТО для того, чтобы Путин как-то переоценил свою позицию, то сейчас такой уверенности нет. И мне кажется, сейчас у многих такое представление, что неудача этой мирной инициативы Трампа приведет к тому, что Трамп просто займется дальше Ближним Востоком или созданием какого-то альянса в Тихом океане. Украинскую войну бросит, сказав, что, видите, как бы Киев и Москва не могут достичь никакого соглашения, я удаляюсь. Политолог Александр Морозов о перспективах мирных переговоров и о роли США.
Напомню, что в качестве одного из требований Россия называет выборы в Украине, однако, согласно опросам, украинцы эту идею категорически не поддерживают. Кроме того, уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому остается довольно высоким. Главе государства доверяют 69% украинцев. Такие цифры показывает опрос Киевского международного института социологии. По состоянию на вторую половину марта 2025 года не доверяют Зеленскому менее трети украинцев. В Гааге прошли первые переговоры по созданию комиссии по рассмотрению заявлений для Украины. Эта комиссия будет рассматривать те заявления, которые поступают в Международный реестр убытков, причиненных российской агрессией, и устанавливать суммы компенсаций пострадавшим. Украинскую делегацию на первом заседании возглавила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая. Она подчеркнула, насколько важно восстановить глобальную справедливость. Ведь это касается не только Украины, но и фундаментальных принципов международного права, подчеркнула она. Одно из ключевых требований Украины – компенсация России всех нанесенных убытков, потерь и ущерба, начиная с 2014 года. Общая сумма составляет более $1 триллиона. Реестр ущерба – это первый шаг к созданию механизма, который обеспечит выплату компенсации пострадавшим от войны. К нему присоединились 43 государства и Европейский Союз. И последние россияне, которые выступали против войны на родине и вынуждены были уехать из страны из-за политической позиции, теперь сталкиваются с проблемами в США. Издание «Важные истории» рассказывает о случае россиянки Ксении, которая работала в Гарвардской медицинской школе и находилась в США по рабочей визе. Сообщается, что задержали Ксению еще 16 февраля. Визу аннулировали, а девушку отправили в изолятор. Ксению, по словам ее подруги Коры, которую цитирует издание, изначально собирались депортировать в Россию. Но когда она заявила, что боится преследования на родине, девушку поместили в иммиграционный изолятор, так называемый детеншн, сначала в Вермонте, а затем в Луизиане. В комнате с Ксенией содержат около 80 женщин. «Важные истории» предположительно нашли страницу Ксении в Фейсбуке, и там действительно много антивоенных постов и критики действующей российской власти. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи.